Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что несмотря ни на что, знаете, что в среду и вообще по средам у нас эфиры с Костем Бондаренко и ничего, знаете, как футбол. Матч состоится в любую погоду. Константин Петрович на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу прощения за небольшую задержку техническую, но мы с вами. Да, и будем, и были, и несмотря ни на что, на разные инсинуации, а ох их много, и по поводу Константина Петровича, и по поводу, и без повода, как говорится. В общем, это все обсудим, и, конечно, политическую, такую внутрянку тоже обговорим. Два слова буквально в начале, все как всегда, QR-код, который видите возле меня, возможность на экран, прям вывести свой вопрос, мнение, пожелание, если работает этот сервис. Если работает, супер чат, супер спасибо, большая вам благодарность, супер стикер. В общем, благодарю за поддержку, за то, что неравнодушны. Это очень важно в наше время, потому что, если честно, вот все равно так вот немножко как бы вот цепляет, да, все равно вот черствеют уже эти оголенные нервы, уже, знаете, уже хочется махнуть рукой на это все. С этого даже и начнем нашу основную программу. Вопросы в клубе зрителей в телеграм-канале «Закрытый клуб Шелест», а также в сообществе YouTube. Переходите, ссылки есть, оставляйте заблаговременно, уже достаточно много вопросов накопилось, и это прекрасно и здорово. Также на свои вопросы или вопросы к себе, если это вопросы к себе, так корректно отвечает Константин Петрович периодически на своем канале, поэтому телеграм-канал, YouTube-канал Константина Бондаренко, милости прошу. Вот, собственно, такая преамбула. Чат трансляции подключим в конце. И вот в самом начале, то есть сейчас, опрос нашего эфира вот такой. Какая судьба ждет Сумскую область? Сдадут и спишут украденное. Долго будут рушить и переполовинят. Не сдадут, повоюют, но захватят. Или объявят Народную Республику, а еще и Харьковскую Народную Республику, и Полтавскую Народную Республику. То есть пойдут по вот этому пути уже такому, да более знакомому нам за вот эти, вот эти годы, да, десятилетия фактически. Константин Петрович, что вы думаете по поводу Сум? Потому что такое ощущение складывается, ведь мы об этом говорили тоже в наших средах, да, когда встречались, что всем плевать. Ну вот смотрите, Сумам ничего не угрожало, Сумам сейчас угрожает. Идет продвижение противника вперед, всем плевать. Ну вот эвакуировали, ну и как-то так все, ну да, ну хорошо, ну там вот Президент бывает. же сказал, что нельзя эвакуировать людей, нельзя выводить людей из города, потому что если город будет без людей, то его легко взять. Да. Тогда, да. То есть людей будут использовать как живой щит, значит, выходит, если следовать логике президента. Извините, что я так цинично говорю, но это я просто расшифровываю слова нашего гаранта Конституции, которая на паузе. Вот. Что касается вашего опроса, я думаю, что все-таки на сегодняшний день речь идет о втором пункте. Второй пункт – это переполовинят. То есть Путин еще в марте прошлого года сказал, а сейчас повторил фактически тезис о необходимости с точки зрения России создания санитарной зоны, санитарной границы соответствующей между Россией и Украиной. Вполне возможно, что речь не идет сегодня о взятии именно Сум, или же, скорее всего, создания угрозы, может быть, взятию Сум, а речь идет именно о расширении линии контроля еще на Сумскую, на Черниговскую, на Харьковскую области, для того, чтобы сделать невозможными наступление на Курскую, Белгородскую, Брянскую области со стороны Украины. Вот. А уже дальше, если не будут расшифрованы определенные сигналы, если Украина не будет садиться за стол переговоров и будет упорствовать относительно собственного меморандума и так далее, то речь может также идти и о следующем шаге, это уже взятие крупных городов. Константин Петрович, я задаю этот вопрос периодически, но это действительно очень важный вопрос. Смотрите, люди
там жили. Да, их было немного, там 1500 человек. Я имею в виду вот это вот приграничье, которое сейчас Да. в огне, да, которое там, по которому идет по этому огню российская армия, продвигаясь вперед. Но люди же там имели жизнь какую-никакую. Автобус ходил, амбулатория, то есть, ну, нормальная жизнь. То есть, вот эта буферная зона нормальной жизни не предполагает. Будет просто Точно не выжженная предполагает, земля. да. Именно, именно. Это не то, что выжженная земля, но точно будет ситуация, если действительно там будет установлена вот эта буферная зона, санитарная зона, там действительно будут сложности и с социальным обеспечением. Вопрос, кто должен взять ответственность за людей, которые находятся в этой зоне, и с логистикой, и прочими моментами. Так что, скорее всего, если речь идет о санитарной зоне, мы можем говорить тогда о практически безлюдной зоне. Суммы стали, ну, такой очень смелой, как бы предметом смелой теории Марьяны Безуглой. Леди Би, как называют у нас в телеграм-канале Шелест. Ну, я называю, а люди кто-то поддерживают, кто-то нет. Она говорит, что наступление в Сумской области не является там, целью этого наступления, продвижения, там, захвата областного центра. Это на Киев идут. Ох, Я какая думаю, что интересная история. Я думаю, ну, это, знаете, вы как говорится, он шел на Одессу, а вышел к Херсону, да? Так это вот покойный Задорнов спрашивал в таком случае, а компас хотя бы у них был. Вот, так точно та же ситуация и здесь. Ну, знаете, если бы Путин хотел идти на Киев, я думаю, что есть другие варианты. Черниговская область, как минимум, то есть зайти в Черниговскую область. А еще, скажем, есть уже протоптанные дорожки через Беларусь. Вот всего этого на сегодняшний день не наблюдается. Вторжение со стороны Беларуси существует разве что только в голове у Зеленского и его советников, которого пугают постоянно на протяжении уже 4-го года, что вот скоро Беларусь вступит в войну, вот-вот, а Беларусь не вступает, не вступает. Знаете, как у Сэмюэля Беккета в ожидании Годо. Вот приблизительно точно так же и с Белоруссию. Как-то, знаете, Марьяна, как ее по батюшке, кажется, Владимировна, вот она, мне кажется, что в данной ситуации немножко преувеличивает планы относительно наступления в Сумской области. Ну, вы знаете, это было бы, я вам честно скажу, это было бы просто, ну, скажем так, предположение, видение, как это правильно сейчас модное слово это, адженда, да, адженда. Да. Я вот, слушайте, у меня был отличный русский язык в школе, ну, Да. преподаватель отличный. У меня был филфак за плечами, хоть и журналистика специальность, но филфак, при филфаке была журналистика, украинский. Но адженда это, конечно, это теперь... Я благодаря Зеленскому это слово... Ну, вы знаете, у меня был отличный украинский язык в школе. У меня сестра учительница украинского языка и литературы и так далее. У меня была чудесная, к сожалению, покойная ныне учительница Полина Сергеевна, вот, учительница украинского языка и так далее. Я всегда знал, что всегда думал, что я владею украинским языком. Вот, но когда я смотрю нынешние правила грамматики, я понимаю, что сербский, болгарский, чешский или словацкий язык я понимаю лучше, чем то, что предлагается сегодня. Ну, это, знаете, вот такая аллюзия к кварталу 95 и лысому вот этому, который там типа на прикольном полу какому-то, ну, в общем, языке, то ли словацком, то ли еще каком-то. Это сербский. Сербский, да. Типа сербский, да. Типа сербский. Так вот, вопрос в чем? Можно было списать это все на какую-то такую, да, ну, такую пространную идею, что вот она вот смотрит это для того, чтобы давить на Киев. В принципе, это, ну как, это настолько очевидная история, что, конечно, идет наступление, конечно, это самое ближайшее к Киеву наступление, и ясное дело, давайте будем откровенны, если и принуждать Банковую к чему-либо, то гораздо лучше принуждается, когда в 30, а не в 300, 30 километрах от Киева стоят войска. Это проходили уже все, это прекрасно понимают. Просто тогда увернулись в 22 году и войска увели.
Ну, конечно, расписав, что это поражение было неистовое и так далее. Но логика есть. Однако я бы вот это с вами очень прям обсудил бы, если бы не одно «но». Сегодня в Одессе Зеленский принимает лидеров, ну, Южноевропейский форум, да, саммит, там присутствуют страны разные, там Черногория, Хорватия, Сербия, Вучич есть, да, тоже предложил два региона или два города на восстановление Сербии. Ух, какая роскошь! Слушайте, я не знал, что Сербия так классно живет, готова отстроить нам два Нет, города. Сербия, вы знаете, более-менее ситуация не жирует, но все-таки, скажем, Сербия в числе таких среднячков европейских. Ну и вот сегодня на этом форуме Зеленский, мы обсудим сейчас предложение Сербии и вообще само появление Вучича, очень интересное на этом форуме, в Одессе сегодня. И Зеленский говорит, что Россия хочет выйти на границы с Молдовой и Румынией. Вопрос, а он понимает немножко ландшафты, понимает немножко количество сил, которые возможно задействовать в этом регионе, количество сил, которые Украина держит в данном регионе и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Да, эта страшилка тоже существует. Вот две основные страшилки, которыми кормят Зеленского, начиная с 24 февраля 2022 года. Это первое, что будет вторжение Белоруссии. Беларусь вступит в войну на стороне Российской Федерации. Лукашенко ведет свои войска, армия 40-тысячная войдет полностью в Украину. Вот. Второй момент – это вторая страшилка – это то, что сейчас вот Путин захватит Одессу и вот пойдет на Херсон, Николаев, потом с моря атакует и так далее. Военные стратеги постоянно говорят о том, что именно ландшафты, которые характерны для пограничья Одесской и Николаевской области, вот, и они не дают возможности развить успех именно по суше, по берегу. Лиманы, каньоны, которые там существуют, они не дают этой возможности. Даже во время Второй мировой войны Одессу брали с севера. Вот, после, скажем так, после Корсо-Шевченковской операции, Уманско-Баташанской, уже только тогда приступили к... И, соответственно, частично только при поддержке с моря. А что касается нынешней ситуации, то действительно есть большие вопросы. Еще один момент, если позволите. Дело в том, что и некоторые молдавские политики, и некоторые украинские политики постоянно пытаются убедить общественность, что существует Приднестровье как большая опасность, очень огромная опасность для Украины, что вот Приднестровье, из Приднестровья Россия может вторгнуться. В Приднестровье находится менее 1000 человек. Российский контингент менее 1000 человек, большинство из которых давно не проходили ротацию, уже, что называется, обросли жирком, уже стали местными жителями фактически, они уже ни с кем никуда не хотят идти воевать, и они выполняют абсолютно другую функцию. Другое дело, что для Зеленского было бы очень, скажем, важно втянуть в войну еще и Молдову. И слава богу, что у Майи Санду есть еще мудрость не давать себя спровоцировать на подобного рода шаги. Так этот форум об этом получается сегодняшний? Нет, этот форум, это, скажем так, этот форум скорее для галочки. Вот. Он не даст каких-то серьезных преференций для Зеленского, он не даст каких-то серьезных геополитических сдвигов. В данной ситуации Зеленскому необходимо продемонстрировать, что у него есть отдельная политика, выстроена отдельная политика, в том числе и по Южной Европе. Тем более, что это не только Зеленский выстраивает эту политику. Южная Европа, особенно Западные Балканы, постоянно под прицелом Британии. Британия очень хотела бы установить там свои порядки. До сих пор Западные Балканы находились в сфере влияния Соединенных Штатов. Соединенные Штаты там держали свои военные базы, контролировали наркопотоки, которые шли через некоторые государства Западных Балкан, особенно через Косово, вот, и так далее. Соответственно, в нынешней ситуации Британия просто хотела бы установить свои порядки в этой части света. Опорная база для Британии – это Албания.
пока что. Очень бы хотелось британцам сейчас провести определенные политические замены в руководстве Сербии, а также поменять статус-кво, изменить серьезно статус-кво в Боснии и Герцеговине. Я не считаю, что этого достаточно для того, чтобы серьезно повлиять на расстановку сил в Западных Балканах. О Сербии сейчас скажем. Ну, смотрите, вообще, конечно, оттуда приходят видео. Понятно, что это все с опозданиями, чтобы ничего не прилетело. Ну, то есть выдерживают лак, они, там уже никого нет в этом зале в Одессе, да? Да. Но кажется почему-то Зеленский какой-то странный. Он мне напомнил, помните, до, ну, вот этих всех событий наших тяжелых, когда окончательно там порвали мы культурно, да, или там до сих пор дорывают культурно, хотя очень со скрипом получается, потому что там свежие треки, такие как там «Кухни», да, харьковчане там снимают тиктоки под них, и плевать они на всех, всех не передушишь, как говорится. Ну и там и по-русски говорят люди, и песни эти поют, хоть там какие-то скандалы и получаются. Были такие вечера, как это, рождественские встречи с Аллой Пугачевой. Помните? Было в конце 80-х, в начале 90-х годов. И все артисты собирались там, да, и вот, ну, как выступали. И считалось, что нужно хорошо выступить на этой встрече, чтобы там тебе дальше было, ну, вот какое-то будущее. А Пугачева сидела... Кстати, вспомню, что, на рождественских встречах 90-го года, в 90-м году у Аллы Пугачевой выступала группа со Львова «Браты Гадюкины». Вот, да, это была сенсация, что вот пригласили украинскую группу, которая пела там песню, одну из своих песен, там «Гей, забава, рок-н-ролл до рана». Вот, пели именно у Аллы Пугачевой. Я очень хорошо помню эту сенсацию. Так вот, мне вот это напомнило одесская посиделка, именно это. С каким-то таким пугачевским выражением лица или там пугачевским взглядом сидел Зеленский, Ермак сзади него. И тут так получилось, да. Во-первых, там все приехали политики. Ну, вот такие, какие есть. Да? Там премьер-министр Греции предложил, а давайте сделаем с Александрополя, там, румынская Констанция, вот, в общем, пояс, этот коридор морской. Ну, то есть интересное предложение. Но он как предложил? Давайте мы сделаем, а Европа даст денег. В принципе, это все так и работалось. То есть мы сейчас вот предлагаем вам вот это, а Европа мы там попросим, и Европа даст денег на это. То есть эти собрались люди без денег, но с красивыми посылами, красивыми фразами. Поэтому там хирургическая сосредоточенность у Черногории. Поэтому там, понятно, румын, молдаванка, то есть вот эти все президенты. Но поразил Вучич, который вот это предложил 2 города или 2 региона в знак того, что Вучич поддерживает и территориальную целостность, и морально украинцев, предложил отстроить, восстановить. Его Ермак и Зеленский с таким лицом слушали. Ну, я думаю, что мало кто, ну, если кто заметил, то вот с таким лицом. Вообще сам факт приезда Вучича и вот эти его щедрые предложения, с чем связаны? Достаточно такая интересная ситуация. Только же вот вроде был, да, месяц назад на параде. Да, да. Ну, Вучич, он, в принципе, занимает такую позицию шаткую достаточно. У него шаткая позиция в политике. Он только пережил вот эти студенческие выступления, Майдан, только-только ему удалось фактически выйти из этой ситуации. Только прошла замена сейчас премьер-министра Сербии. Сейчас очень интересный человек возглавил правительство, Джура Мацут. Вот человек, которому есть о чем поговорить, например, с той же Урсулой фон дер Ляйен, вот, на профессиональные темы. Тоже гинеколог? Нет, не совсем гинеколог, он эндокринолог. Но, правда, у него там, да, на грани именно эндокринология и гинекология у него, его сфера интересов. Вы простите, пожалуйста, просто щитовидка очень далеко до того места, которое нет, на грани. Ну, просто нет, эндокринология, она, в принципе, гормональная. Ну, это так, в качестве шутки, да. Да, соответственно, в Сербия постоянно
как бы вот занимает такую двойственную позицию. Вучич постоянно заявляет о том, что он ведет Сербию в Европейский Союз, и что это цель вступления в Европейский Союз. С другой стороны, Вучич едет в Россию 9 мая, а с третьей стороны вообще Вучич принимает сына Трампа. Вот сын Трампа приезжает, у сына Трампа сейчас есть интерес к тому, чтобы фактически бизнес-интерес к данному региону, газотранспортная система, которая проходит через Болгарию и Сербию, в сфере его интересов находится. Поэтому как бы у него даже не двойственная, а тройственная позиция сейчас. И когда Вучич выступил со своим предложением, почему такие лица были у Ермака и у Зеленского, потому что каждый из них подумал, интересно, а чьи деньги будут в этом процессе восстановления городов, если мы согласимся. Они согласиться как-то тоже вот, не очень правильно. Неужели русские? Так вот, я поэтому и говорю, они так были поставлены в достаточно такую щекотливую ситуацию. А, В Если... Сербии, например, сейчас тоже, там и интересы, я уже говорил, Британия очень хотела бы замены руководства Сербии, Китай очень активен сейчас на Балканах, особенно в Боснии, в Македонии и в Сербии китайские фирмы. То есть там действительно очень много разных интересов, очень много. Ну и плюс ко всему, знаете, было уже несколько скандалов, что, знаете, дружба дружбы, а сербские боеприпасы и мины вдруг появились в Украине с самого начала, с 22 года. Ну, Вучич это говорит, мы разберемся, так быть не должно, да. мы должны... Нет, там понятно, что там не совсем Вучич, там, соответственно, все это шло, там одна чешская фирма закупала в Сербии, потом перепродавала, это долгая история. Тут интересен другой момент. Вот эта вся, скажем так, движуха Зеленского в Одессе с вот этими лидерами, с этими прожектами. Вот, как вам кажется, она какой практический смысл несет? Практически, скажите, вот, а какой практический смысл, например, несут многочисленные крымские платформы, которые проводили? То есть собирались, да, говорили правильные вещи, говорили о том, что страны не признают Крым российским, там, и до сих пор вот собираются, еще в прошлом году даже пытались собрать крымскую платформу. Говорили о том, что поддерживают Украину, разъезжались и забывали. Все. То есть практическая вещь, я думаю, что это один из элементов процесса, не самодостаточный процесс, а элемент большого процесса. Наблюдайте за тем, что происходит, вот эти многочисленные саммиты, которые проходят сейчас в Тиране. Вот. Эдди Рама очень любит принимать гостей из Европейского Союза особенно, вот, и там что-то обсуждают. Процессы, которые проходят сегодня в целом даже вот, и в Косово, и в других государствах, признанных и непризнанных на Балканском полуострове. Вообще в целом регионе Балканы. А, кстати, регион Балканы включает в себя и Молдову, кстати. Вот, по американской принятой в США и в НАТО как раз по принятому районированию, вот Молдова тоже включает. То есть Балканы непосредственно граничат с Украиной, можно сказать, регион Балканы. И в этом отношении как раз очень многих интересует в первую очередь судьба Черного моря. Вот. Черное море, потому что, понятное дело, если встречаются южноевропейские государства, если встречаются там, опять же, румыны, болгары и так далее приезжают, то, понятно, не обойти вниманием и Черное море, а также поставки грузов, логистику, поставки оружия в Украину с тех территорий. А все остальные – это уже решение как бы других, более региональных, более привязанных к региону проблем. Константин Петрович, сегодня вышел Подоляк и попытался включить некий... Но опять-таки он это делает специфически, со своим каким-то таким, там, если так вот брать заявление, то вроде как пытается включить антикризис. Если послушать и попытаться ушами послушать Подоляка, это иногда сложно, потому что кровоизлияние, крововыделение, в общем, ну, мажется, да, хотя бы постоянно, ну и часто. Но тем не менее, он вроде бы как пытается это все оседлать, ну, то есть логика другая немножко, чем вот прямой смысл слов.
Короче, Зеленский в интервью говорит, люди добрые, мне партнеры западные сказали, санкции не введем дополнительные против России, если мобилизации не будет с 18 лет. Вышел Подоляк, говорит, сделал феноменальное заявление сегодня. Одно о том, что, в общем, Зеленский не будет подписывать мобилизацию с 18. То есть это так хотят партнеры. Смотрите, это партнеры такие. Зеленский этого не сделает. Хотя он так формулирует, что, ну, в общем, скорее не сделает, чем сделает. А второе заявление, а в Стамбуле нет переговоров. То есть, смотрите, переговоров нет. Ну, там, акции, договоренности, вот эти все там обмены, тоже уделим сегодня время. А переговоров нет. Есть вот это вот только вот эти как бы сотрясания воздуха. Так, а если переговоров нет, то смысл тогда вестись на вот эти санкции и понижать возраст мобилизации? Смотрите, Подоляк знает, что он говорит в рамках исключительно тех директив, которые ему определены, для него определены. Он не говорит от себятину. Все согласовано у него. Что касается первого вопроса, то, что касается как раз повышения или же понижения, точнее, призывного возраста, в данной ситуации это неоднократно испытанный трюк. Вот на протяжении последних полугода уже неоднократно это поднимается вопрос. Сначала создается определенный ажиотаж, от нас требуют, мы не идем на уступки, видите, какие мы молодцы, успокойтесь, никто не будет призывать молодых людей до 25 лет. Зеленский тверд в своих намерениях, хоть на него и давят. Вот. Ну, понятное дело, какая-то часть общества сразу же аплодирует Зеленскому, сразу же повышает рейтинги Зеленскому, потому что вот какой он молодец. Значит, детей от 18 до 25 лет призывать не будут. Успокоили всех, рейтинги повысили. Второй момент, вот, который связан с переговорным процессом, Подоляк абсолютно прав. Потому что настоящий, реальный переговорный процесс идет по линии Москва-Вашингтон. Украина в этом процессе является статистом. Извините, но это так. Сколько бы мы ни говорили, халва во рту не станет слаще. Сколько бы мы ни говорили о том, что никаких договоренностей по Украине без Украины, никаких договоренностей в Украине за спиной Украины, вот это на самом деле не работает. Работает формат Москва-Вашингтон. В Москве чудесно понимают, что война в Украине и вообще действия Украины, ВСУ, Зеленского – это все прокси-действия, что реально Запад, коллективный Запад в свое время стоял за началом войны, именно за провоцированием войны и так далее, и поддерживал Украину. Без поддержки Запада Украина не смогла бы так долго держаться и сопротивляться. На каком-то этапе после ноября 2024 года или января 2025 Соединенные Штаты вышли из этого процесса. Соединенные Штаты начали фактически сепаратные переговоры с Россией, отсепарировавшись от остальной части Запада. И поэтому понимают в Москве, что вот она главная линия переговорного процесса. Но остается другая часть Запада, которая дальше настаивает на необходимости войны. Более того, если раньше они говорили о том, что главная задача поддерживать Украину, потому что мы хотим защитить принципы, защитить демократию, защитить территориальную целостность, восстановить справедливость, сейчас они уже не скрывают того, что война им необходима для того, что пока воюет Украина, не воюет Европа, не воюет европейская часть НАТО. И Германия уже прямо говорит о том, что это мы воюем в Украине. Вот немецкий министр иностранных дел заявляет. А он разведчик оказался, ничего себе. Да. Его Мерц назначил главой разведки немецкой. Нет, Ух ты, это, посол да, Украины. Посол Украины. Посол, да, в Украине. Посол в Украине. Об этом я еще скажу, если можно будет. Так вот, что касается Британии или же Рютте, как генерального секретаря НАТО, они тоже в один голос говорят о том, что нельзя допустить остановки войны в Украине, потому что до 2030 года Европа не будет в силах, не будет способна воевать с Россией. Россия производит больше оружия, чем производит Европейский Союз. Вот, пока мы не наладим выпуск оружия на том уровне, на котором выпускается оружие в России, до тех пор Украина должна воевать. Вот, во что бы то ни стало. Ну и понятное дело, что есть переговорный процесс Москва-Вашингтон и есть переговорный процесс Киев-Брюссель или Киев-Лондон.
То есть, и вот этих два процесса пока что между собой несовместимы. То, что происходит в Стамбуле, это всего-навсего это имитация переговорного процесса или же переговоры о гуманитаристских, не гуманитарных, а гуманитаристских акциях. Вот, обмен пленными, обмен телами погибших и так далее, и так далее. А также, скажем, обмен ультиматумами. Потому что по-другому это нельзя назвать. Называют это скромно меморандумами, но на самом деле это два ультиматума с двух сторон, реально. Переговоров там точно нет. Переговоры – это если бы был некий предмет для обсуждения, если бы были разночтения отдельных пунктов, если бы по большинству пунктов было бы взаимопонимание, а необходимо было согласовать определенные детали, тогда можно было бы говорить о переговорах. Сейчас это не переговоры. Так а Переговоры, санкции где, Константин Петрович? Да какие санкции? Все Санкции и чудесно понимают, да. 18-летние, подождите. Да. Ну, смотрите, это Украина только говорит о санкциях. Некоторые европейские государства говорят о санкциях. Но в Европе вопрос санкций – это вопрос, в первую очередь, консенсуса, поиска консенсуса. Если сегодня Словакия, Венгрия говорят о том, что не готовы к санкциям, к санкционной политике, если сегодня Франция и Бельгия говорят, что они против, например, целого ряда санкционных моментов, санкционных пунктов, которые предлагаются в 18-м пакете Европейского Союза. Если Соединенные Штаты говорят о том, что они не пойдут на санкции сейчас, то о каких санкциях может идти речь? Более да, того, тех, которые принимаются, подождите. Соединенные Штаты, например, заинтересованы в том, Соединенные Штаты и Франция заинтересованы в том, чтобы снова начал работать Северный поток. Соединенные Штаты готовы войти в консорциум по управлению Северным потоком совместно с Россией. Они этого не скрывают. 18 июня начинается Санкт-Петербургский экономический форум, вот, где будет присутствовать Уитков. Вот. Говорят, что именно на полях этого форума будут обсуждать тоже вопрос относительно совместного восстановления Северного потока. Вот. Германия категорически против этого, и целый ряд других европейских государств категорически против, но ряд государств за. Германия сейчас в Европейском Союзе, некоторые государства говорят о том, что давайте введем новые санкции, потолок или коридор цен на российскую нефть от 45 до 65 евро. Вот. Другие говорят о том, что нет, мы на это не пойдем, потому что каждые санкции, они могут обернуться бумерангом против тех, кто вводит эти санкции. Да, конечно. Уже вводили. Ну, потому что Северный поток, который вы упомянули, он же труба, инфраструктура Германии принадлежит. Да. Ну, вот это собственность Германии. Мерц и говорит о том, что мы против восстановления. А сейчас в Германии говорят, что нет, а мы вообще-то почему? Мы не против того, чтобы так что там есть такой бизнесмен Стивен Линч, вот, который говорит о том, что мы, в принципе, я готов лично вкладываться в то, чтобы восстановить Северный поток. Вот, и, соответственно, в этом плане он находит взаимопонимание с Министерством финансов Соединенных Штатов, находит понимание с администрацией Белого дома. И я думаю, что эта тема тоже будет обсуждаться в ближайшее время. И все-таки, позвольте парировать, вы говорите, вот Венгрия, Словакия. Ну, мы же видели венгров и словаков на 17-м пакете, которые сейчас 18-й да, готовят, на 17-м. Что они говорят? Ой, это не страшные санкции, поэтому мы проголосуем за. Да, но сейчас пошла более принципиальная игра. Не случайно и парламент Словакии принял решение относительно того, что запрещает введение новых санкций или, скажем так, поддержку нового пакета санкций Кабинета министров правительством Словакии. Это первое. Фицо тоже заявил уже, что он не будет поддерживать поддержку этого пакета, санкционного пакета, потому что бьет по интересам, по энергетическим интересам Словакии непосредственно. Я просто вот до конца не могу понять. Зеленский, вот он отдает себе отчет, какие следующие шаги? Вот если Стамбул имитация, переговоров там нет, но другие, и я вижу, что это прям вот тоже несется, что смотрите, несмотря на все эмоции, вот раз, и все вот как по нотам в Стамбуле.
и обменяли людей, и завтра обменяют там тяжелобольных. Сегодня Украина забрала 1212. Да. Тоже там все так удивлялись, ну так полуконспирологически, почему такое число? Ну, потому что 12 число завтра в России типа праздник, хотя к нему по-разному относятся, имеется в виду, что, ну это не тот день, да, который, ну в общем, День России, поэтому 12-12 типа. Украина отдала 27, потому что больше не было. 1212 на 27. Но это же такой очень и очень такой прецедент. Но у меня вопрос в другом. Если мы посмотрим, и вот гипотетически, да, а не кажется ли вам, что этот весь стамбульский, ну, вот этот вот салют, фейерверк, он и нужен исключительно был для того, чтобы распечатать вот эту завесу таинственности, непубличности. Ведь раньше как обмены телами происходили? Ну, там 900 на 40. Раз одной строчкой сообщили в ленте, кто увидел, не увидел, ну и хорошо, там кому-то пришли тела, не пришли. А сейчас это все под камеры, на весь мир. Смотрите, и все видят в Украине соотношение обмененных тел. И уже вот эта история, что, ой, смотрите, Россия ж наступает, поэтому за ней поле боя, она там собирает и своих убитых, и украинских убитых, поэтому, типа, не пугайтесь, что такое соотношение. Простите, пожалуйста, их мариновали 2 суток, 3, да, не могли забрать. 3 суток. И это все специально делается для того, чтобы каждый последующий обмен был вот таким ударом рельсой по голове украинцам, чтобы они видели и оценивали этого войну. Ведь раньше это на Зеленского тенью не падало, а вот сейчас начнет падать. Ну, смотрите, все зависит в этой ситуации от работы пиарщиков. Вы знаете, есть значительная часть украинцев, которые понимают, что происходит, понимают, но которые возмущаются исключительно на кухнях. И это абсолютно понятно из-за засилия спецслужб, которые попросту сейчас борются с инакомыслием, вот, борются всеми методами с инакомыслием. Есть те люди, и значительная часть этих людей действительно существует, и мне это подтверждают социологи, которые проводят неколичественные фокус-групповые исследования, которые, вот, что называется, вот, что бы ни говорили о Зеленском, они все равно верят в власти, они верят в то, что мы победим, и верят в то, что Зеленский прав, и он молодец. Вот. И таких людей достаточно много. Знаете, нашей аудитории может казаться, что это какие-то маргиналы и так далее. Таких людей на самом деле достаточно много, к сожалению. Именно на них работает Зеленский, на них работает офис президента, их агитационные материалы, пропаганда, все это работает именно на эту часть аудитории. Часть молчат, часть восторгаются Зеленским. Вот. Протестного электората не слышно. И поэтому даже если вот эта часть, которая все понимает, но молчит, если завтра она еще раз убедится в том, что при власти, еще получит дополнительную уверенность в том, что при власти негодяи откровенно, вот, они все равно промолчат. Да, пообщаются там с женой, с братом, сватом, вот, обсудят и забудут об этом. К сожалению. Такова нынешняя действительность. Что в 30-е годы люди не возмущались, скажем так, действиями Сталина, многие возмущались точно так же молчали. Вот. А зато было большое количество тех, кто аплодировали, кто поддерживали, вот, и так далее. Вот. Та же ситуация сейчас, правда, нельзя сравнить Зеленского со Сталиным, это абсолютно разные великие фигуры. Вот. Но поведение толпы примерно одинаково. Ну, с толпой, конечно, свои счеты и свои вопросы. Но тем не менее, что-то могут украинцы изменить? Могут. Вот. Но для этого вот, каждый из них будет сидеть и думать, вот, почему должен я быть первым. А потому что Если больше, завтра, а потому например, что если больше завтра некому. свергнут Зеленского, вот, все те, кто сегодня, вот 2/3 тех, кто восторгаются Зеленским, и все те, кто сегодня его осуждают, вот, они будут рукоплескать этому свержению. Все. А потом будут писать мемуары, как мы действовали в тылу, это были там в подполье, вот, как мы там близили
значит, соответственно, наступление справедливой власти, как мы там как расшатывали трон под Зеленским. Это как с началом войны у меня сразу параллели приходят. Сколько звезд шоу-бизнеса, сколько всех вот этих известных людей, все сразу форму одели. Мы тут такие вояки, мы воевали. А потом проходит там... Да и сам Зеленский, помните, да? Это тоже, кстати, очень интересный момент. Говорит, вот, там нет, моя жена со мной. А потом жена рассказывает в интервью, спустя время, это же под каждую годовщину уже 3 раза эта вся история меняется. А потом говорили, что нет, таки жену и детей увезли подальше, да, а потом они через месяц там встретились наконец-то. И вообще она с ним мало бывает, это все так, да, когда для красного словца нужно сказать про жену и детей. Так и вот эти все звезды. Сначала все такие, ну, вояки, все воевали, а потом рассказывали о том, что они заочно были в теробороне, они там у всех, у кого-то отпуск оказался в феврале месяце, всех предупредили, то есть Людовик вскрываются страшные XIV, вещи. Людовик XIV в таких случаях говорил: врут как очевидцы. Вот. Так что, но это, в принципе, это характерно для людей, которые пытаются, скажем так, чуть преувеличить свое значение и свое место в истории. Это, в принципе, нормально. Дмитрий Гордон в темной-темной комнате. Черным-черным человеком, замотанным, измененным голосом в кепке, вообще непонятным человеком, который якобы был водителем Сивковича, как бы там поднимает, вскрывает пласты подноготной. О том, что там ФСБ платила Сивковичу 80 тысяч долларов, тут устраивал какие-то мужские вечеринки, а Сивкович работал и на ФСБ, и на КУР, и, в общем, это там вышли, понятное дело, на Кулинича, да, там, что главный сепаратист. В общем, начинают вот это поднимать вот этих врагов. Вместе с этим среди врагов оказался Кость Бондаренко, потому что телеграм-каналы, связанные с офисом президента, там пошли отрабатывать, что вот там пророссийский прикрывает спецагенты, в общем, ужас. Да. Что это за история? Вот честно говоря, я не знаю. Почему нельзя поставить точку с Сивковичем, с агентами? Ну, уже 4-й год войны. Я просто, что касается меня, могу за себя отчитываться. Честно скажу, мне настолько неинтересно играть в какие-то политические игры. Я абсолютно даже не знаю, почему они обо мне там вспомнили, почему моей скромной персоне уделяют так много внимания. У меня есть чем заняться. Я абсолютно не собираюсь играть в политику, я не собираюсь заниматься политикой ни до, скажем, того, как Зеленский покинет свое кресло, ни после того. Меня не интересует ни государственные должности, должности в государственной службе, ни депутатский мандат, ни еще какие-либо моменты. Я буду и дальше писать книги, вести свои курсы, там, скажем, там, разного рода образовательные курсы, буду заниматься лекционной деятельностью. Но, извините, политическая возня меня не интересует. У меня единственный канал, который я веду в телеграм-канале, это мой канал, непосредственно Бондаренко, Былое и Дума. Больше я ни одного канала не веду, который мне там приписывают. Да, у меня берут комментарии. Да, я знаю, кому принадлежат эти каналы. Да, я знаю. Они не принадлежат мне. Это действительно мои друзья. Люди, которых я считаю своими друзьями. Но при этом я абсолютно не имею никакого отношения именно к функционированию. Но мне приписали уже все, что я за русские деньги создаю каналы, что я плачу Анатолию Шарию там деньги за рекламу, что вообще я там чуть ли не занимаюсь там вообще подрывной деятельностью. Что касается Сивковича, кстати, я был знаком с Владимиром Леонидовичем Сивковичем, мы никогда не были очень близки, но я еще в 2000 году брал у него интервью, тогда еще для газеты «Поступ» львовской в 2000 году. Потом, соответственно, мы с ним пересекались несколько раз уже в профессиональном плане. Он был тогда депутатом, и несколько раз у нас были, скажем так, контакты. Он обращался в фирму, в которой я работал, по различным моментам, связанных с
скажем, с имиджем, с коррекцией имиджа. Вот, это было. Это тоже было еще до первого Майдана. Вот. Также пару раз мы с ним пересеклись в других уже случаях, уже когда он занимал высокие должности, но у меня есть принцип, когда мой знакомый занимает какую-то высокую государственную должность, я делаю паузу в отношениях с этим человеком, вот, чтобы ни я ему не мешал, ни, скажем, не отрывал его от дел сильно. Владимир Сивкович, мало кто знает, что в 2009 или 2009 году он пережил серьезную трагедию. У него погиб сын. В автомобильной катастрофе погиб сын. И после этого он начал вести очень запутанный способ жизни. И никаких мужских клубов, никаких там каких-то разгульных акций он точно не проводил. Я видел нескольких его водителей, ну, скажем, человек, который вот там вот был замотан и так далее, в темной комнате выступал, скажем, по силуэту, он как-то не подходил под этих людей. Поэтому я думаю, что мы имеем дело с абсолютной мистификацией. Не, это ж там в Москве. Это ж никто не проверит. Понимаю, В да, я Москве. понимаю. Это Ну, в может, Москве у может, в него. Москве что-то. Не, знаете, я не знаю про его московский период жизни, практически ничего не знаю про его московский период жизни. Вот знаю только те слухи или ту же информацию, которая фигурировала в средствах массовой информации. Поэтому мне сложно сказать, что у него в Москве и как он живет в Москве, и какие у него там, как он там сейчас живет. Я могу говорить только про украинский период его жизни до 2014 года. А, Сегодня ровно 2 недели, как Трамп должен был выйти и сказать, так водит его Путин за нас или не водит? Ну, наверное, ждать надо будет еще 2 недели. Ну, я не знаю, вот на месте Зеленского я бы сказал, наверное, что Путин водит, и вся вот эта ссора с Маском, вот Путин подкупил Маска, и Маск вот ударил в спину, там, или Путин там организовал акции в Лос-Анджелесе, и в Чикаго, и в Техасе. Вот, можно же так, в принципе, сказать, одной ложью больше, одной меньше. Знаете. Вот. Понятное дело, что в условиях, когда происходит сближение позиций между Соединенными Штатами и Россией, когда перешли уже к тому, что решили, что не на нейтральной территории, а в столицах будут встречаться переговорные группы и обсуждать конкретные вопросы сближения позиций, что в этой ситуации вряд ли Трамп будет говорить о том, что вводят его за нос или не вводят. Сегодня прошла новость, она, кстати, очень важная на самом деле. И я бы хотел, чтобы вы именно ее проанализировали, потому что у нас, благодаря Зеленскому и нашим спикерам, разным нашим спикерам, проукраинским, таким заряженным под проукраинскую пропаганду, ну, в общем, это больше эмоций вызывает. Толси Габбард вышла и сказала, что, в общем, народ должен что-то делать. Эти политики сталкивают ядерное государство. Я вот смотрел, читал перевод ее там, ну, выступление, оно такое было обширное. Такое ощущение, что к украинским и европейским ну, обращалась Тулси Габбард народом. Ведь действительно мы на такой очень тонкой грани до ядерной войны. Да, это правда. Дело в том, что акции 1 июня 2025 года, удары по военным аэродромам, на которых размещена стратегическая авиация России, она могла поставить мир на грань новой войны. Потому что это это ситуация, которая, в принципе, согласно военной доктрине Российской Федерации, она могла стать поводом для применения ядерного оружия. Вот. А применение ядерного оружия в данной ситуации могло бы повлечь за собой там, определенный эффект домино. Вот. И а в чем эффект домино, подождите? Ну как, один за другим государства начали бы вступать в эти действия, боевые действия. У Украины же сейчас есть огромное количество всяких подписанных договоренностей про гарантии безопасности и так далее. Вот. Одним словом, слава богу, что все обошлось без излишней эмоциональности с российской стороны.
Это первый момент. Второй момент. Очень многое было расставлено, многие точки над «и» были расставлены в личной беседе, в личном телефонном разговоре Трампа и Путина. Вот. Так что в этой ситуации я обратил внимание, очень зловещий был момент, когда Трамп, вот именно в своем коммюнике «Белый дом», попросту вспомнил о том, что Россия Россия сказала о том, что она готовит ответ в Украине. Обычно Соединенные Штаты в таких случаях писали в коммюнике: мы обращаем внимание России на недопустимость, Предостерегают, просим проявить сдержанность, просим и так далее, красные линии, прочее, о прочем говорится. Здесь же ничего не было. Вот просто констатация. И дальше перешли к теме Ирана. Все. И это было очень крайне зловеще. Понятное дело, что было намного больше сказано во время телефонного разговора, что, скорее всего, Путин просто предупредил, что удары по Украине будут, но ядерного удара или удара орешниками и так далее не будет. Вот то, что могло волновать Соединенные Штаты. Соединенные Штаты на этом согласились, что да, условно, Украина, которая не проконсультировалась с Соединенными Штатами перед ударом, Украина, которая совершила определенные удары, это все было расценено как авантюра, как провокация. Понятное дело, что Соединенные Штаты отмежевались от этого. Но еще один момент – это то, что фактически с очень бледным лицом вернулся из Соединенных Штатов Ермак. Так никто не говорит об этой поездке, вы заметили? А вы знаете, я буквально вчера, вторник, я как раз общался с одним человеком из офиса президента, он просто сказал о том, что украинская делегация вернулась как будто с похорон. Это его слова человека. Украинская делегация вернулась как будто с похорон. И Зеленский очень, очень негативно оценил эту поездку, крайне негативно. Посмотрим, что из этого получится, чего ждать, да, какой на самом деле прок, какой прикуп, так сказать. У меня вопрос простой. Зеленский говорит, что территориальный вопрос он будет решать с Путиным. Но он не Зачем? Извините, пожалуйста, но он не самодержится. В данной ситуации это не обязательно, что президент должен решать этот вопрос, территориальный вопрос. Понятное дело, что президент Украины не может обсуждать вопросы относительно отчуждения тех или иных территорий, потому что Конституция не дает ему таких полномочий. В свою очередь, Путин тоже не может обсуждать вопросы относительно отчуждения территорий, которые признаны по Конституции Российской Федерации российскими. Поэтому их встреча в данном контексте не принесет никаких подвижек. Именно поэтому нужен некий внешний арбитраж. Понятное дело, что этот арбитраж не будет на стороне Украины. Иначе, если Украина будет дальше упорствовать на это, попросту зайдут в тупик переговоры, и тогда уже, понятное дело, вступит в ход право сильного. Соединенные Штаты на стороне Украины выступать не будут с военной поддержкой, Европа побоится, и так далее. Когда Зеленский говорит о том, что мы все равно не признаем де юре эти территории, он готов к тому, что де-факто эти территории все равно отойдут к России. Смотрите, тут же возникает другая политическая конфигурация. Гипотетически, предположим, да, теории, идет по сценарию Зеленского. То есть, в общем, возятся в этом Стамбуле, россияне снимают. Это, кстати, мало кто обратил внимание из наблюдателей. А если, я так думаю, что обратили внимание все, но сказать словами, ртом сказать, этого никто не может. Россия перехватывает эту эмоциональную повестку. Теперь военнопленных, которых отпускает Украина, встречают с флагами, с криками «Слава России!». Теперь они под камеры говорят, как они счастливы, что они вернулись на русскую землю. До этого 4 кадра где-нибудь издалека, что приехал какой-то автобус, и все, до свидания. Мединский выходит и шурует, говорит:
братский народ, так или иначе будем союзниками, требуют орешник наши люди, ну, имеется в виду россияне, но мы не можем, потому что вот так, вот это переговоры. В общем, стелит неимоверным образом. Причем вчера, позавчера, сегодня такие очень, очень интересные конфигурации, понимаете? То есть мы видим, что Россия начинает игру. Они Она эту уже игру начала ее раньше. они И ее она раньше ее не играет очень делали. убедительно. Нет, ну как, нет. То, что касается пленных, просто это определенный посыл, что своих не бросаем. Вот, и что своих все равно, вот мы добьемся их возвращения. Очень правильный посыл. Кстати, Соединенные Штаты постоянно играли раньше на этом еще со времен Вьетнама, Кореи. Вот. Что касается ситуации с игрой, вот именно дипломатической игрой, да, Россия всячески демонстрирует, что мы готовы к переговорам, но на наших условиях. Причем наши условия они определяют как вообще без предварительных условий. Мы без предварительных условий, но вот наш меморандум. Вот, то есть таким образом. Игра, которая во многом, скажем, дает определенные козыри и для Соединенных Штатов. Когда Соединенным Штатам говорят, что Путин водит вас за нос, господин Трамп, говорит, нет, вот Россия же демонстрирует договороспособность, Россия же готова идти, вот, и так далее. Поэтому я думаю, что все четко просчитано, просчитаны все выгоды от сотрудничества России и Соединенных Штатов в дальнейшем, просчитана психология Трампа, просчитана психология его команды, и, соответственно, работа идет именно в направлении, в том числе и дополнительной дискредитации Украины. Мгм. Значит, о фронте, что важно. Константин Петрович, я вот как хочу спросить. Имеет ли какое-то политическое значение заход в Днепропетровскую область, который подтверждают украинские военные? Причем они там по-разному подтверждают. Они говорят, 4-5 человек пересекают границу, но мы их уничтожаем, они сюда идут на смерть. Ну, такая бравада, да? Бравада. Другие говорят, что да нет, там развивается все, в общем, и просто не хотят никого расстраивать, видимо, да, вот сейчас об этом не заявляют. Потом резко на карте Deep State появится какая-нибудь такая полоска серой зоны, большая, с неопределенностью, а потом все раз и увидят, что в Днепропетровской области уже заход. Если, как вот мы вспоминали Марьяну Безуглую, если сумское направление, это они идут на Киев, то в Днепропетровскую область зашли, чтобы куда идти? Смотрите, на сегодняшний день Россия озвучила свои интересы в этой войне, или как Россия это называет, СВО, озвучили там 4 области. 4 области, среди которых, там, понятное дело, это Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Днепропетровская не озвучивались. Заход в Днепропетровскую область – это, скажем так, это своеобразный намек. Потому что уже прозвучало с российской стороны, что если не согласитесь на 4, будет 6 областей потом, соответственно, и так далее. То есть аппетиты будут возрастать. И понятное дело, что в данной ситуации операции в Днепропетровской области – это попросту создание дополнительной угрозы. Вот. Ну, это очень серьезная угроза. Это очень серьезная Потому что угроза. мы не понимаем до конца ответку Путина. Ну вот смотрите, вы же можете, ну вот, оценить, да, есть, и причем и западная пресса, и эксперты у меня на канале, да, и многие высказываются, что ответ Путина будет длительные массированные бомбардировки с выносом очень важных элементов военных, плюс потом какая-то кульминация. Кульминация или какой-нибудь красивый залет Орешника в какой-нибудь полигон, или где-то, ну, где, ну, в общем, завод, полигон, не знаю. Или там, может, по Банковой влупит, по Майдану Независимости, или, например, там, ликвидация кого-то из высшего военно-политического руководства. Потому что, простите, пожалуйста, но сегодня Малюк, вы слышали, наверное, заявление, он повторил свои угрозы, говорят, все только начинается, смотрите, мы еще будем делать диверсии. Смотрите, удары по Верховной Раде Украины, по Банковой,
по кабинету министров, но они не дадут определенного результата в войне. Скажем так, моральный дух, ну, вряд ли это каким-то образом повлияет. Вот. Бить по этим зданиям как по центрам принятия решений, ну, центры принятия решений ну, точно не находятся сейчас именно в этих зданиях. Плюс ко всему, знаете, сейчас власть ведет себя таким образом, что ну как-то России бить по своим союзникам не особо с руки. Откуда этот нарратив, Понимаете? что они союзники? Нет, это я понимаю, я просто Не, говорю ну это. это в каждой шутке есть доля Да. шутки, да. Да, нет, просто я имею в виду, что очень многие проблемы в Украине вызваны не столько войной, сколько некомпетентным руководством. Вот. Что касается других моментов, да, я думаю, что ответ будет долгим, растянутым во времени. Я не думаю, что будут прибегать именно к каким-то либо конвенционным, либо там суперсовременным видам оружия для этого. Россия продемонстрировала первые волны, она продемонстрировала, что бьет по военным объектам в первую очередь по военным объектам, а не по каким-то символическим или же по объектам логистики. Я не знаю, что будет дальше, то есть это, возможно, что-то поменяется, возможно, возможно, поменяется концепция в целом самой войны, возможно, еще что-то, но мы говорим пока что исходя из тех данных, из тех вводных, которые существуют на сегодняшний день. Зеленский богатый человек? Конечно, он был богатым еще до того, как стал президентом, а президентство его тоже еще больше обогатило. А почему украинцы беднее? А, это факт. То есть уже есть прогнозы все, мы в дефолте, там не выплатили долги. Есть уже конкретная, ну, а других нет рецептов. Это Да, есть дыра в 400 миллиардов гривен в бюджете, которую нечем там залатать. Предлагают до 25% НДС повысить и ввести новые налоги и сборы и так далее. ну и Поэтому, гривня по 50, точнее доллар по да, 50. да, девальвацию гривны провести, это все, да, это предлагается. Отсутствие денег могут остановить войну? Как вам подсказывает, А, ну, опыт, знания, исторические прежде всего, Отсутствие когда нет денег денег? может, да, отсутствие денег может привести к серьезным протестным настроениям в обществе. Вы понимаете, что на самом деле сейчас Зеленский пытается все деньги направить, те деньги, которые находятся в бюджете, вот, направить большинство этих денег, направить именно на военные нужды. Вот. Закупка оружия, выплаты для военных, но может наступить ситуация, при которой военным перестанут платить. А это будет тоже каким-то дестабилизирующим, деморализирующим фактором. Или скажут, что хорошо, мы заплатим потом, или заплатим меньше, чем обещали, или же платим вам то, сколько написано в контракте, но когда подписывали контракт, гривна была по 40, доллар был по 40 гривен, а теперь доллар по 50, но все равно сумма та же. Вот, понятное дело, что это обман и несправедливость аукнутся очень болезненно, аукнутся власти. Да, вот приходят новости. Друзья, значит, сейчас 21:25. Всем спасибо, что поставили лайк. Подписывайтесь. Под эгидой учений в Белоруссии Россия может пойти в наступление на Киевскую, Волынскую, Житомирскую, Ровненскую и Черниговскую области. Замкомандира 3-й бригады вот этой штурмовой Жорин заявил. Вот так вот, Константин Петрович. Опять же, пусть сначала ознакомятся с ландшафтами. Вот. Это первый момент. Вот. Припятские болота, что это такое? Вот. Это первое. Второй момент. Беларусь неоднократно заявляет о том, что она не собирается принимать участие в войне против Украины. Лукашенко это постоянно подтверждал. Третий момент. Да, у России есть несколько баз, военных баз на территории Беларуси. И в 2022 году использовался и этот фактор, и фактор наличия союзнических обязательств в рамках единого союзного государства для того, чтобы использовать Беларусь как плацдарм, но Беларусь тогда не наступала вместе с Россией.
тогда. И четвертый момент, я бы сказал, что подобного рода учения, они скорее создают определенные неудобства или же нервозность для западных государств, для западных соседей Беларуси, чем для Украины. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, какая судьба ждет Сумскую область? 13% не сдадут, повоюют, конечно, крепко, но в конце концов потом захватят. Но сдавать никто не будет, будет биться за нее. По 20% долго будут рушить и переполовинят. И объявят Народную Республику, такую как ХНР, ПНР, ну, имеется в виду, то есть вот эти вот начнутся, скажем так, вот эти процессы. Ну и победитель сегодня это сдадут и спишут на украденное. Все-таки видите, какая классная, да, версия у Марьяны Безуглой. Ух, какая мощная, потужная. Фортификации. Как проверить? Надо отдать под контроль противника. Дороги военные едут, матюкаются в шоке. Денег нет, дронов не хватает, снабжения нет, ничего нет. А дороги стелят, вот они едут красивые. Это для того, чтобы быстрее перемещались, наверное, вооруженные силы Украины. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Вы знаете, та же ситуация наблюдалась под Покровском. Мне говорили ребята, которые там воевали под Покровском, говорят, что прямо впритык к линии фронта вот просто стелят дорогу. Вот. Ну, знаете, вот, наверное, кому-то просто хочется еще и отмывать деньги. Вот. Ну, это как щиты для разгона демонстрантов, для Конечно. Полтавской нацгвардии. Потом спохватились, ой-ой-ой, это неправда, это отмененный тендер, просто висит так, лежит себе в прозоро и лежит. Типа этого не будет. Это вот эти все здания, которые ремонтируются, эти все вот эти фортификационные, на которых деньги выделяются. Все понятно. Значит, Почти как в том старом анекдоте. Официант, как же это так? Вот это вот борщ там 100 гривен, там второе там, значит, это там 200 гривен, вот, там минеральная вода, там 30 гривен, там все в совокупности 1500 гривен. Откуда ты? Как так получилось? Ну не получилось. Вот, вот приблизительно точно так же. Ну, не получилось. так, значит, друзья, ну, понятно, значит, Зеленский выложил видео, как они все идут, вот эти лидеры, там, Санду, Румын, Вучич, Черногорец и к аллее. Это вот там, где собачка бегала, скандал был, я показывал в шуме, вы, может, тоже видели. Там пробегала собака, и, в общем, полицию вызвали. Пес патрон. Не-не, женщина с собакой. И собака пробегала, пометила территорию, что это аллея и эти герои свои. И вот там, где помочилась собака, и потом увидели это, сняли одесситы, и, в общем, пришла полиция, оштрафовала. Вот в этом месте как раз-таки, это аллея, вот все дружно положили цветы. Вот такое видео, так сказать, опубликовал Зеленский. Аллея героев, Юго-Восточная Европа, почтили память погибших защитников и защитниц Украины. Вечное уважение нашим героям, защитившим страну ценой собственной жизни, пишет Зеленский. Есть вообще у вас в конце, давайте такого, а потом перейдем к зрителям, есть вообще ощущение, что соскакивает на мирные рельсы Зеленский? Или это все игра? Нет. Я думаю, что как раз до тех пор, пока Зеленский при власти, мира не будет. Это мое убеждение. Зеленский является представителем именно партии войны. Он олицетворение партии войны. В Украине она достаточно сильна, эта партия войны. Она контролирует силовые структуры, она контролирует средства массовой информации, бюджет, она контролирует все тендера и так далее. Она разветвлена, вертикально интегрирована, в принципе, в структуры власти. И, соответственно, им не нужен мир. Им мир абсолютно не нужен. И в этом деле он находит взаимопонимание у таких же лидеров европейских государств, которым тоже не нужен мир. Им нужна война в Украине. Поэтому я уверен, что Зеленский чудесно понимает, что завершение войны – это в первую очередь угроза для него самого. Вот, потому что сразу же вернутся политическая конкуренция, сразу же вернутся определенные элементы конституционных прав граждан и так далее, и так далее. Плюс ко всему ему будет задано большое количество очень неудобных вопросов.
Да, друзья, переходим к вопросам, удобных и неудобных. Начнем с клуба зрителей. Константин Петрович, режим Блиц, чтобы большее число зрителей, говорится, принять, успеть. Мне можно и неудобно. Это Зеленский не любит неудобно. Вячеслав, Александр, спросите, пожалуйста, Константина Петровича, когда он прогнозирует все-таки удар. И какой именно России со стороны Запада, после которого не Украина, а режим Зеленского капитулирует. Не обязательно военный удар, может какой-нибудь экономико-политический. Заранее спасибо. Ну, в том-то и дело, что если и будут какие-то серьезные удары по Зеленскому, это могут быть удары, которые будут чувствительны для него лично, для его ближайшего окружения и так далее. Что это может быть, я не знаю. Возможно, там, определенная там, заморозка его активов в западных восточных банках, возможно, какие-то репутационные там угрозы, еще что-либо. Я не знаю, что это может быть. Но я думаю, что все-таки вот, Зеленский, зная его настроение, зная его характер и его психологию, я думаю, что он не пойдет ни на какие шантажи и давления, и поэтому только после того, как он будет отстранен от власти, вот, законным, незаконным способом, это уже вопрос не ко мне, вот, после этого может начаться реальный переговорный процесс. Алекс, вопрос как к историку Константину Петровичу. Подскажите, пожалуйста, почему во время финской войны после падения фронта не было входа Красной Армии в Хельсинки? Может, мы идем по такому же пути или параллели некорректны? Спасибо большое за ваш вопрос. Я постоянно проводил параллели на протяжении всей войны, проводил параллели между советско-финской войной. Вот, не стоял вопрос о том, чтобы войти именно в Хельсинки. Более того, Сталин чудесно понимал, что существует, во-первых, определенное взаимодействие между Финляндией и Германией, и ему не нужна была полностью, абсолютно не в интересах его было уничтожение полностью Финляндии. Для него было важно отодвинуть границу, финскую границу от Ленинграда, и взять определенные территории, в том числе город Выборг. Вот. Ну и, соответственно, это то, что для Сталина было важно также соизмерять потери, которые нес Советский Союз, с теми преференциями, которые получил Советский Союз в ходе данной войны. Анна. 40 тысяч квадратных километров территории, которые получил Советский Союз в результате, для него было абсолютно достаточно. Анна, Константин Петрович, из этой войны русскоговорящим по всему миру приходится туго, да и вообще простым людям гайки повсеместно закручивают. Вы считаете, что это все из-за того, что кремлевские слишком мало занимались Украиной? А чем они сейчас слишком мало занимаются, как вы думаете? А то, глядишь, нам все это еще цветочками покажется через пару лет. Смотрите, я наблюдаю русскоговорящих в Вене, в Австрии. Вот. Я не считаю, что они чувствуют себя здесь ущербными. Русский язык на каждом шагу, всюду практически. Причем Средняя Азия вся говорит на русском языке. Все кавказские страны. Да, есть в Европе предвзятое отношение именно к гражданам России. Есть определенные. Они сталкиваются с определенными ограничениями визового характера, с ограничениями там, в быту и так далее. Да, они жалуются на это. Но вопрос состоит в том, что сегодня, например, Запад считает, что он находится в состоянии новой холодной войны с Россией. И поэтому в данной ситуации как раз именно в этом отношении граждане России или же там люди, которые ориентированы на Россию, есть и такие, в принципе, они чувствуют определенное давление или же определенный буллинг со стороны там, целого ряда европейских государств. По-разному в разных государствах, по-разному. Мистер Питкин, приветствую вас, уважаемые люди. Вопрос к Константину Петровичу. Неорганично рядом с нашими руководителями смотрится Вучич. Как черный лебедь прямо. Ко всяким европейским любителям пакетиков и лобызаний мы-то уже привыкли, их отсюда не выгонишь. А тут хопа, и человек, который был у темнейшего на параде, жал руку и тесно общался.
Уж не посыльным ли его попросили поработать? Уж не весточку ли он привез, учитывая, что уже пару звонков между США и РФ произошли? Ну, даже судя по лицам. Как думаете, имеет ли место быть, о чем там может идти речь? Вы понимаете, с одной стороны, действительно очень неорганично Вучич смотрится на этом фоне. А с другой стороны, представьте себе, что Вучич не поехал на эту встречу. Вот. И тогда возникает вопрос. Вучич таким образом продемонстрировал той же Европе, Западу в целом, вот свою позицию, что он на стороне уже Путина. А для Вучича на сегодняшний день важно показать свою многовекторность. Вот он эту многовекторность постоянно демонстрирует. Вот. Он не является, скажем так, очень надежным другом Путина на Балканах, как это пытаются представить. Он действительно пытается там колебаться, шататься и делать разного рода реверансы в разные стороны. Вопрос от Игоря. Как вы относитесь к 15-летнему приговору Анатолию Шарию? Ну, да мне кажется, что это точно так же, как Анатолий. Вот, никак. Я не знаю, я с Анатолием не общался, но мне почему-то кажется, что он, сидя в Испании, ну, просто принял к сведению, ну, там, возможно, где-то за утренним кофе прочитал о том, что вот ему там 15 лет. Ну да, ну хорошо, спасибо. Значит, аудитория, конечно, бомба просто. Сообщество YouTube переходим. Были в закрытом клубе, сейчас сообщество YouTube. Значит, Лора Михалева, не вопрос, просто хочется выразить уважение вам и гостю. Спасибо большое, Лора. И следующий. Почему такие патриоты, как Дима, спрашивает, почему такие патриоты Украины, как Кость, сбежали первыми? Ну, знаете, я выехал не первым. Я 1,5 года войны находился в Украине. 1,5 года войны находился в Украине, и я бежал не от войны, скажем так. Потому что есть 3 категории украинских мигрантов. Первое – это экономическая миграция, мигранты, которые мигрировали по экономическим соображениям. Они начали мигрировать еще до войны и в ходе войны. Вторые – это те, кто бежали от войны, а третьи – это те, кто бежали от власти. Вот. Да, я приехал в Европу, приехал абсолютно официально, и когда я уже находился вот в Австрии, мне просто перезвонили из Киева и сказали, ты знаешь, вот, советуем пока что побыть в Вене, потому что в Вене кофе чуть-чуть вкуснее, чем на Лукьяновке. Хотя с одного пакета вроде как, да. Да, не, вы знаете, я бы, если бы не было определенных угроз, если бы не было определенного там давления со стороны власти, если бы мы с властью не разошлись во многих взглядах, так скажем, вот, то я думаю, что я бы никуда бы и не ехал из Украины. Виталий, добрый вечер. Александр Константин Петрович. Вопрос. После первого раунда Стамбула 2:0 завирусилась фраза Зеленского, обращенная к Путину. «Я тут». Теперь, после покрывшегося паутиной второго раунда, вирусится фраза Зеленского «Оси все». Это тенденция. Спасибо за ответ. Нет, это игра на публику. Зеленский – это человек, который играет на публику, и ему очень нужны красивые фразы, красивые позы и аплодисменты. Вот и все. Константин, спасибо Александру за эксперта уважаемого. Здравствуйте. Константин Петрович, многие эксперты осудили резкие высказывания Алексея Арестовича про народ Украины. Но даже нам в России, обычным слушателям и пользователям, это виделось как показательная порка в виде воспитательных работ, но никак не прямого осуждения и оскорбления граждан. Вопрос, какие же они тогда эксперты, если не видят этого, не зрят в корень? И каково ваше мнение по словам Арестовича? Спасибо и с уважением. Да, Арестович, в принципе, я понимаю его, что он как человек, не чуждый разного рода психологическим трюкам, НЛП и так далее, он попросту решил использовать трюк, значит, своеобразный. Это как бы такой наезд, вот, как бы специальное провоцирование. И, соответственно, для того, чтобы провести некую встряску. Вот, когда люди послушают, скажут, да нет, мы не такие, да на самом деле мы сейчас докажем, что мы совершенно другие, что он абсолютно не прав и прочее. Знаете, многие пользовались подобного рода приемом. Вот. В свое время вот мне приходит в голову, что в 80-е годы 19 века Иван Яковлевич Франко
пользовался точно таким же приемом, когда он написал свое знаменитое эссе «Не люблю украинцев», точнее, «Не люблю русинов» писал. Никто, ни один народ мне не сделал больше, не принес больше боли, больше пакости, чем они. И я на них там работал. Они вот. А потом он, после того, как народ возмутился, когда начали его обвинять в непатриотизме, он написал свое знаменитое стихотворение «Седоглавому», вот, которая начиналась там словами «Ты, брат и патриота, я собі собака». Ты, брат, любишь Русь, замети кусень сала, я ж гавкаю раз в раз, чтобы она не спала. Вот, то есть провокационный момент, но мне кажется, что Арестович где-то в этой своей провокации немножко перегнул палку. Понимаете, тут я не защищаю ни в коем образом. Это мнение Алексея Арестовича. Просто смотрите, тут же возникает же другой параллельный вопрос. Я вот на нем фокусируюсь, когда эту тему поднимают зрители там, или с экспертами. Ну, вообще сами со мной эту тему все поднимают, понимаете? Сами. Вы первый эксперт, который сам не зашел сюда. Все сразу, все такие, у всех такой гнев, возмущение. Ну так это и есть выхлоп, вот эта реакция. Я о другом. Меня с моей колокольни что волнует? Так а что получается вот такая она свобода слова? То есть ты не можешь ничего сказать. Тем более там, понимаете, в чем дело? Четко видно, к кому обращено. К людям, которым надевают на головы учебники с изображением Притулы, чему-то берлинской. Люди, которым там посносили все памятники. Сейчас вообще вышла эта история потрясающая просто. Гордо сухопутные войска показали эти... Сколько там тысяч этих, 7 тысяч чем-то, это я показывал вчера у себя в прямом эфире. В общем, этих религиозных организаций, да, отправили, так сказать, в подбродни. И среди этих религиозных организаций, вот эти все киевские, да, известные секты, вот это какой-то Аделаджа, вот это все. Я не сильно разбираюсь в этих там, вот этот, который там проповедник Монтян. Аделаджа, любимец Черновецкого и так далее. Так да, что, Монтян, вот этот, или как его зовут? Мунтян, да. Мунтян, да. Монтян это другая, да. Мунтян, да. Тоже там вот эта вся история, то есть, да, которая там брось костыли и иди. То есть конкретные секты попадают под бронь. Сами лидеры этих сект, они не в Украине, они, понятно, за границей, но их какие-то там осколки, они продолжают функционировать под бронью, они священники вот этих сект, их под бронь. А УПЦ нет. И это означает только одно, что всех священников придут в УПЦ и скажут: ну что, батюшка дорогой, снимай рясу, одевай разгрузку и вперед. Да, Вот, кстати, так и закроют УПЦ. Этот вопрос в свое время поднимался, когда создавался институт военных капелланов. Кстати, ни одного военного капеллана от УПЦ в армии нет. Вот, но зато есть большое количество капелланов, которые представляют разного рода секты или же там нетрадиционной церкви в Украине. Это тоже один из моментов. Это политика, конфессионная политика, политика в сфере религии в Украине. Что касается, ну, это очень красноречиво показывает, каково есть отношение и к данной проблеме. Да, А что касается Арестовича, да, я еще раз скажу, что да, он использовал метод провокации. Я понимаю, что он специально провоцирует, в принципе. Тут еще вопрос, а если оценить как историка, а не как украинца, спич Арестовича, что можете сказать? Ну что тут в данной ситуации? Тут как раз историку нечего, как раз тут историку нечего здесь говорить, тем более, что политики не особо вдаются именно в историческую достоверность и не совсем нацелены на то, чтобы показать достоверную картину, как оно было в истории. Я постоянно цитирую академика Покровского, правда, он там немножко по-другому сказал, в другом контексте, но в целом слова, что история – это политика, обращенная в прошлое. Вот, политика, обращенная в прошлое. Поэтому политики используют историю именно для подкрепления определенных политических тезисов, не более.
Вот возмущается пользователь, наш зритель, о том, что, как вам известно, Константин Петрович, военные эксперты говорят, что на этой войне гибнет больше военных, чем гражданских, Да, я об этом говорил тоже неоднократно. но эти все эксперты не хотят обратить внимание на бусификацию, и за несколько недель человек как превращается в военного и гибнет. Как на ДВРЗ привозят священников, доставщиков глова, людей с туберкулезом, СПИДом, и на следующий день их развозят по полигонам и учебкам. И так не только в Киеве, так происходит по всей стране. Как думаете, стоит ли на это обращать внимание экспертов? Стоит, но в данной ситуации это вопрос мобилизации. С момента мобилизации человек уже перестает быть гражданским. Вопрос того, каким образом их загоняют в армию, это второй вопрос. Но гибнут они уже не как гражданские люди. Когда речь идет о гражданских жертвах, это значит мирные люди, которые там спрятались от бомбардировок, но их присыпало, засыпало. Это расстрелянные люди, которые там старики, женщины, дети. Это люди, над которыми совершили насилие, которые не держали в руках оружие на момент смерти. Мгм. По всей статистике именно эти люди во всех войнах, начиная, Первая мировая была последней, когда количество военных доминировало над гражданскими. После этого любая война, гражданская и прочее, прочее, это войны, в которых именно гражданские доминировали, количество гражданских лиц доминировало над военными. Зачем продолжают так нагло врать о количестве сбитых летающих объектов? Я в Киеве. Последний налет слышал, как мопеды по одному и тому же маршруту летели в военную тайну, в какую цель. На 20-м перестал считать. Слава. Это вопрос к генеральному штабу. Понятное дело, что для того, чтобы поддерживать моральный дух и не дать возможности для деморализации населения, генеральный штаб занимается профессиональным враньем. И относительно количества жертв со стороны врага, и относительно, скажем так, сбитых самолетов и летательных беспилотников и прочее, и прочее. То есть с точки зрения генерального штаба мы должны показать, что враг несет огромные потери, у нас все обходится практически без потерь, и так далее, и так далее. Ровно для того, чтобы вселять оптимизм и дух победы, веру в победу у собственных граждан. Ой, Константин Петрович, спрашивает вас Николай, останется ли Зеленский до конца 2025 года президентом? А вот это я не знаю, это же, вы знаете, кавалергарда век недолог, так что потому так сладок он. Да тут никто не может сказать. Нет, тут надо только, смотрите, тут надо только спорить. Понимаете? Тут разве что тут делать ставки, разве что букмекеров. А на самом деле Зеленский является лидером несубъектного государства. И поэтому его судьба во многом зависит от внешних факторов, а не от его желания или скажем, надуманных возможностей. Здравствуйте, Александр Константин Петрович. Как вы считаете, умно ли использовать термин «русорез» украинцам? Для тех, кто более-менее знаком с тем, что происходило на Балканах, это звучит не очень, вызывает определенный ассоциативный ряд. Это глупость, неквалифицированность или просто правая рука не знает, что делает левая? Или, может, украинцы заслуженно попали в этот ассоциативный ряд? Я понимаю, но дело в том, что у нас не особо думают над терминами, у нас не вдаются в исторические аналогии и так далее. Я понимаю, что есть термин «сербосек», например, очень, на Балканах, скажем, это зловещий термин, Но что касается как раз терминологии этой войны и риторики этой войны, она не делает чести тем, кто ее применяет. Угу. Значит, вообще, друзья, еще раз, вопросов много. Я так проанонсирую, тогда скажу, что есть... Ой, боже мой, извините, пожалуйста. Да, друзья, в общем, подпишитесь на Бондаренко. Вопросы он обязательно продолжит. Новость пришла. Я, кстати, в эту пятницу я буду как раз отвечать на вопросы. В 19 часов как раз по Вене, в 20 по Киеву. Я буду выходить в эфир, именно буду отвечать на ваши вопросы. Да, поэтому извините, если что-то не попадет. Я просто почему так... Воскликнул. Слушайте, точно Вучич черный лебедь? Значит, все же они посидели,
такой круглый стол, как этот бублик откусанный, красивый, синенький, беленький, как Пугачева сидит с лицом Зеленский, каждого так слушает. Причем он играет, это видно. Вот видно, что он играет, потому что он понимает, что эти люди, собравшиеся, ни черта не решают. И он после вот таких вот стран, таких поездок, после стульчика у Папы Римского на похоронах с Трампом, а тут вынужден сидеть в такой компании, да? И вот там же чем закончилось? Декларация 4-го саммита Украина, Юго-Восточная Европа. Мы, президент Украины Зеленский и президент Республики Молдова, в общем, Черногория, Румыния, все, собрались там для того, чтобы, в общем, вот шапка резолюции, ну, Одесская декларация называется, да? И вот этих всех написали, а президент Сербии Вучич отказался подписывать итоговое заявление Украины в Юго-Восточная Европа, осуждающая российскую агрессию против Украины, сообщает Ля Монд. Все остальные подписали, а Вучич не подписал. Ну, он остался верен себе. Он и съездил, вот, уважил, но и не подписал. Вот это новость, вот это я понимаю, слушайте, о дела. Ой. Так, давайте еще буквально пару вопросов. Да. Глеб, арест Коломойского — это действительно устранение опасного свидетеля или наоборот попытка спрятать его от Америки? Это шантаж олигарха, бывшего, скажем, бизнес-партнера и благодетеля Зеленского, потому что Зеленскому очень важно, чтобы Коломойский отдал ему компрометирующие материалы. Материалы, которые могли бы скомпрометировать Зеленского на мировом уровне. Но, правда, Коломойский понимает, что как только он отдаст эти документы, как только он пойдет на условия Зеленского, это будет последний день его жизни. Александр Катюшкин, вопрос. Можно ли общественную организацию под названием Украинская Центральная Рада, март 17-апреля 18 годов, ну, прошлого века, составленную из никем не избранных 643 активистов в момент прогрессировавшей анархии Российской империи, считать полномочной для провозглашения суверенного государства, при том, что универсал о провозглашении без даты был принят задним числом на собрании с недостаточным кворумом? А на самом деле никто тогда не обращал внимания на подобного рода процедурные моменты. А что были в России какие-то легитимные, в то время легитимные структуры? Вот. Временное правительство тоже было с условной легитимностью. Это структура с условной легитимностью. Временное правительство признало Центральную Раду. Более того, большевики, когда пришли к власти, на первых порах признавали Центральную Раду. Это потом уже под влиянием левых эсеров Ленин пошел на откровенную войну с Центральной Радой. Все это были структуры с условной легитимностью. И Центральная Рада именно использовала Брестский мир для того, чтобы получить поддержку и признание со стороны внешних игроков, бывших врагов Российской империи, той же Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и так далее, которые признали Центральную Раду. И с этого момента вот, историки начали говорить о том, что Центральная Рада, видите, легитимна. Нас же признали. Вот, признали. Так что весь период с 1917 года вот, и далее, это был период именно, скажем так, доминирования структур с условной или с абсолютно непонятной легитимностью. Угу. Кто первый стал в этапке? Здравствуйте. Родился в СССР, гражданин Украины, по национальности украинец, родной язык русский. Если, условно говоря, завтра, через год придут румыны, турки, венгры, поляки, все равно. Мой язык должен стать соответствующим, румынским, турецким и далее по списку. Заранее спасибо за ответ. А вы спросите у закарпатцев, которые на протяжении 20 века там 8-9 раз менялась власть. И приходила каждая власть со своим языком, устанавливала свои порядки и так далее. Понятное дело, что любая оккупационная власть устанавливает свой язык
в первую очередь. Язык, да, некоторое время официально может применяться язык местный, к которому привыкли местные жители, но все равно на определенном этапе начинаются дискриминационные меры по отношению к другим языкам, начинает устанавливаться с большей-меньшей степенью давления язык, именно язык государственный, язык того государства, которое, в принципе, заводит порядки. Чат трансляции давайте подключим. Вот хороший вопрос. Добрый вечер. Как попасть на ваш курс? Это не опасно в Украине? Скажу, значит, что касается опасно, не опасно. В первую очередь, многие считают, что если там будут переведены средства, то эти средства, они там будут отслежены и могут быть определенные неприятности. Так вот, организатор курса не я, как физическое лицо, это другие люди, другие структуры, которые не находятся под санкциями. Какой структуры, прям ух. Прям Конечно, холодок пробежал тревожный. Структура финансовая, нет, имеется в виду хозяйственные структуры, И наган которые из-под находятся в плаща австрийской выглядывает. юрисдикции, которые находятся в австрийской, то есть европейской юрисдикции. То есть, да, поэтому я являюсь только лектором. А вот устраивает все это фирма, с которой у меня подписан договор и так далее. Так что в этом отношении нет никаких проблем. Что касается там других моментов, я не собираюсь разглашать данные относительно того, кто является слушателями. Вот их любые там биографические, любые данные я не собираюсь разглашать. Ну, то есть они защищены, эти данные, да. Да, нет, все происходит там либо в Zoom, либо в закрытом чате, то есть в Zoom лекции, в закрытом чате происходит общение, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Никуда эти данные не поступают, нигде они не обнародуются, разве что, если человек хочет, чтобы его работы, которые выполнены в рамках этого обучения, чтобы они были опубликованы как в европейских, так и в украинских средствах массовой информации. Ну, понятное дело, там отсылок к моим лекциям там нет, там просто я содействую этой публикации. Так было и во время первого курса. С большинством людей, которые прошли этот курс, мы до сих пор являемся, просто уже сдружились, уже мы просто постоянно общаемся, идет общение. Вот. Очень, очень приятные воспоминания, впечатления об этом курсе. Что интересно, несколько человек, которые прослушали мой первый курс, сейчас решили записаться на второй. Угу. Вот. Говорят, вы же все равно будете там что-то новое говорить. Да, я на 30%, где-то на 30-40% обновил фактически этот курс. Больший акцент будет сделан именно на функционирование нынешних разведок, в том числе частных разведок, там, их методика, сбор, анализ материалов, как это происходит именно в тех или иных странах, ну и, соответственно, как это можно применить на практике в реальной жизни. Значит, вопрос такой. Кто собирает на дроны, бастующим в США? Ну, я думаю, что там есть достаточное количество своих притул. Вот, тем более технология уже отработана в Украине. А на самом деле все это же финансируется сегодня структурами, близкими к демократической партии, понятное дело. Почему Калифорния, почему Иллинойс? Менее понятно, почему Техас. Собьют Трампа? Нет, я думаю, что вряд ли. Угу. Да, вы знаете, я, если честно, очень благодарен нашей аудитории за вопросы, за такую вовлеченность. Есть, правда, один нюанс. Хотя я тоже понимаю, почему. Время сейчас такое, сложное. 48% не подписано из смотрящих. Это вот так аналитика подсказала. Я вас просто попрошу подписаться. Ну, как бы, да, для проформы. Но, в общем, смотрите, как вам удобно, но лучше подпишитесь, пожалуйста. В любом случае, все прекрасно понимают, тем более, что когда раз через раз там, у меня там, в городах, да, в игре в города, в шуме, там, Харьков, Уганда, Одесса, Чили. Ну, то есть понятно, что люди смотрят все равно, несмотря ни на что, и присоединяются. К слову, YouTube-канал Костя Бондаренко, та же история.
И чтобы было легче и удобнее, конечно, Telegram к вашим услугам. Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч, как всегда, по средам. Друзья, увидимся с Костем Петровичем через неделю. Обязательно пишите в чате, что думаете, в комментариях, что, с чем согласны, с чем не согласны. Самое главное, берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Увидимся. До свидания.